Привет, YouTube! Меня зовут Артем Сивак, я снова с вами. Сегодня, как видите, я при параде, немножко мятый, но это потому, что я 76 часов ехал в метро. Бывает и такое. Нарядился я для того, чтобы соответствовать немножко нашему сегодняшнему гостю. Как вы поняли, на своем канале я не снимаю все подряд, а снимаю только то, что реально заслуживает вашего внимания. Даже если вы не знаете ничего о музыке, даже если вы ничего не знаете о роскоши, этот инструмент вам должен понравиться. Сейчас покажу. Сегодня у нас в гостях Roland DP603. Модель высшего эшелона с потрясающими характеристиками. Уникальная в своем жанре. Почему? Сейчас расскажу. Присаживайтесь поудобнее. Ставьте лайки. Сразу же, пожалуйста, подписки. Все дела. Поехали смотреть. И может быть мне кто-нибудь сегодня принесет виски. Ну что, друзья, вот он, DP603 перед вами. Я хочу обратить ваше внимание в первую очередь на то, как он роскошно, дорого выглядит. Посмотрите, как опускается крышечка. Это отдельный вид искусства, как у дорогого автомобиля. Опа, опа, опа. Вот так вот. Замечательно. То есть, как вы видите, все в комплекте. Все педальки, готовая сразу подставка. Просто втыкаете в сеть и уже все готово. Я думаю, что такой роскошный инструмент украсит любую однушку за МКАДом. У нас он представлен в глянцевом черном корпусе, в дорогом, богатом. Ну, конечно же, здесь есть свои нюансы. То, что видно отпечатки пальцев, то, что видно царапки, сколки. Но если вы заботливый человек, то все будет хорошо. Также такой вариант существует и в белом глянцевом цвете, и еще в черном матовом. Подойдет под любой интерьер, который у вас только есть. Почему он уникальный, как мне кажется, в своем жанре? Потому что, несмотря на компактность и на вес около 49 килограмм, внутри просто невероятная начинка. Вот так открывается, и как саркофаг просто какой-то. На тебя свет яркий. На лицевой панели все кнопки управления, быстрого доступа, все удобно, сразу видно, подписано, нажимаете, меняете настройки. Помимо вида, конечно же, можно было на этом и закончить. Здесь еще и замечательная клавиатура. Это сочетание пластика и дерева. То есть вот можно посмотреть на просвет, деревянные вставочки. Такая клавиатура стоит на всех моделях Roland, начиная с HP 704. Естественно, молоточковая, естественно, взвешенная. Каждая клавиша имеет свой уникальный вес. То есть справа налево она становится чуть тяжелее по ощущениям, как у настоящего инструмента. То есть получается, что и тактильно, и на вид это настоящая клавиатура, деревянная. Также каждая клавиша имеет стабилизирующий штифт для плавного перемещения и для более высокой стабильности. Придите, пощупайте, поиграйте, и вы поймете, о чем речь. Сложно передать, конечно, словами, насколько она клевая. Как говорится, даже лучше, чем настоящая. В общем, друзья, клавиатура потрясающая. Я думаю, что это одна из лучших, в принципе, клавиатур. Ну и у Roland это тоже топовая клавиатура. Поэтому, друзья, если вы думаете, какой инструмент купить, чтобы по ощущениям клавиатура была как настоящая, пожалуйста. Помимо крутого корпуса, дизайна, минималистичного, помимо крутой клавиатуры, здесь также потрясающий звуковой модуль, основанный на технологии Supernatural. Если вы еще не смотрели мои ролики, где я уже рассказывал про эту технологию, еще разок вкратце. Если другие музыкальные бренды используют технологию сэмплирования, сэмплирование — это когда настоящий рояль ставят на студию, обвешивают его микрофонами, на настоящем рояле много-много раз нажимают какую-то клавишу, и запись этой клавиши уже присваивают к цифровому пианино. И то есть, когда вы играете, допустим, на каком-то другом бренде, нажимая клавишу, вы запускаете просто тот звук, который заранее записан. Постараюсь доходчиво объяснить, как могу. Это называется технология сэмплирования. Ну и обычно при этой технологии вариантов громкости, там, грубо говоря, 120 с чем-то, вариантов разновидности тембра, ну, 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Здесь же совсем другая история. Нажимаете клавишу,
запускается процесс моделирования, при котором учитывается сила нажатия, предполагаемая оплетка струн, резонансы, шумы деки и все прочее, и каждый раз выстраивается новая волна звука, причем новая не только по громкости, но и тембрально. Грубо говоря, каждое нажатие – уникальное нажатие. То, что хочет ваш мозг, вы получаете от пианино. Это ощущается. И здесь, в этом инструменте, конечно же, эта технология уже доведена до совершенства. То есть вплоть до того, что если вы нажимаете 2 раза, то это не просто 2 заранее записанных отрезка, а это именно построение волны с учетом предыдущего нажатия. Хоп-хоп. Затухание опять-таки. Плавное. Нежное. В общем, ходит мнение, что такая технология максимально приближает вас к настоящему звучанию. Что дальше у нас по характеристикам, помимо моделирования звука? Мы знаем, и может быть вы знаете об этом, что одной из составляющих именно звука фортепиано является полифония, или полифония, как удобнее. Полифония – это характеристика, которая показывает, сколько звуков может звучать одновременно, не прерывая друг друга. И, конечно же, разумным будет вопрос, но ведь вы не можете сделать больше звуков, чем 88, чем клавиш, да? Я же не буду играть всеми клавишами сразу. Очень хороший вопрос, скажу я вам. Полифонию сжирает не только клавиши, которые вы нажали, нота, но и призвуки, которые присутствуют в настоящем инструменте, в том числе резонансы. Допустим, резонанс струн. Нажимаем 3 клавиши, как бы предполагается, что молоточки над струной приподнимаются, и если зажать те же ноты, но в другой октаве, инструмент начинает заводиться, струны начинают резонировать. Это один из резонансов, который присутствует при игре, естественно. И вот он тоже сжирает полифонию. Здесь количество голосов полифонии на тона банка пиано безлимитное. То есть нет лимита. Просто представьте это. То есть сколько бы вы нот ни нажали, именно на тембре пиано, они все будут звучать, все будет резонировать, все будет как настоящее. То есть в принципе это настоящий инструмент, настоящий звук. На другие же тона полифония 384 голоса, чего тоже более чем достаточно. Все это великолепие, все это моделирование звучит благодаря 2 колонкам, которые расположены вот здесь снизу. 2 колонки по 30 Вт. И ваши соседи будут довольны. Много говоришь, Артем, будешь ли ты играть сегодня? Я чувствую такой комментарий. Поиграем. Класс! И этот инструмент обладает воистину огромным динамическим диапазоном. Этот критерий как раз таки и показывает, насколько инструмент настоящий. Давайте послушаем, бахнем. И давайте пробежимся по регистрам. Более подробно поиграть на этих тембрах я прошу специально обученного человека чуть-чуть позже в этом видео.
Сейчас просто посмотрим бегло, что здесь есть. Помимо банка пиано, здесь также есть электропиано, органы, струнные, other. Все, что душа захочет, есть. Аккордеоны, барабаны, гитары, все. Органы, струнные. Различные виды фортепиано. Mellow, Bright, рок. Кстати, рок, вот он находится здесь. Клавесины, барабаны. Круто. И таких тембров здесь больше 300. Аккордеоны. Русская народная Билли Айлиш. Да. Гитары. Есть, короче, с чем поиграться. Я думаю, что это нужно сделать. Но в первую очередь повторюсь, что это потрясающее цифровое пианино. Именно с звуком и тембрами пианино и роялей. Помните об этом, не забывайте. Все. Естественно, что весь функционал, который есть сейчас в мире, доступен на этом инструменте. Можно соединять, накладывать друг на друга различные звуки. Также, естественно, можно разделять клавиатуру на две части. Эта модель уже высшего эшелона, скажем так. На эту модель идет гарантия 10 лет. В принципе, гарантия 10 лет начинается на все модели, начиная с серии HP. Понимаете, да, сразу, о чем речь? 10 лет гарантии. Просто на что можно дать 10 лет гарантии в нашем мире? Здесь внизу есть все выходы, входы, которые только нужны. Выходы на внешнюю акустику, выход на подключение к компьютеру, обычный MIDI, поднаушники, естественно, все что угодно. Также сюда можно подсоединять флешку и прямо на флешку записывать то, что вы играете. Но также помимо всех физических выходов, мыслимых и немыслимых, тут есть Bluetooth. Миллион программ, которые поддерживают эту функцию. Помимо GarageBand, Simple Pianista, также есть и родные роландовские программы, в том числе Piano Designer. Если вдруг вы хотите как-то изменить тембр под себя, такая возможность здесь есть. Вплоть до отстройки педалей, нажатия клавиатуры, 100 степеней нажатия, модель помещения и так далее. Как это происходит? Допустим, да? Сейчас он звучит по стандарту. Допустим, я хочу изменить на какую-нибудь джазовую сцену, да? Где она там есть? Джазовый тюнинг. И, внимание, слушаем. Видите, он меняет тембр. При желании вы можете создать свой тембр, неповторимый, только ваш. Есть также Piano Partner 2, в котором вы можете управлять инструментом прямо с телефона, либо запускать аккомпанемент и какие-то обучалки. Раз. Нажали, никаких проводов, никаких там заморочек. То есть
Нажимаете любой аккорд, и он вам подыгрывает в нужном жанре. Также можно этот инструмент использовать как клевую акустическую систему. Прямо с телефона пускаете музыку туда внутрь, две колонки по 30 Вт выдают свое дело и наслаждаетесь звучанием. Но, предвкушая ваш вопрос, наушники по Bluetooth не подсоединяются. Ни у кого. До сих пор ни у кого. Конечно же, вы можете записывать аудио как внутрь, так и на флешку. Есть встроенные аудиозаписи. Если вдруг кому-то интересно, можете нажимать и слушать. Опять же, все эти записи отображаются в качестве нот в приложении Piano Partner 2. И, может быть, посмотрев сейчас это видео, вы скажете, зачем мне все вот эти функции, фишки непонятные, я им пользоваться не буду. Ну, скорее всего, во-первых, вы будете, а во-вторых, они просто есть. Это просто как приятный комплимент от компании Roland. И стоит этот инструмент вполне себе разумных денег, если сравнивать с акустическим настоящим инструментом. 222 плюс-минус 1000 рублей. Вы скажете, нифига себе, да это же цена за новый iPhone. Вот выбирайте либо iPhone, либо пианино. Тут выбор невелик. Я думаю, что настоящие акустические инструменты начинаются примерно уже от 400-500 тысяч рублей. А здесь и компактный, и технологичный, и клавиатура неприхотливая, и сам он неприхотливый. Замечательный инструмент, замечательный звук, и пришло время пригласить специально обученного человека, где-то там он бегает. И это, конечно же, Павел. Сейчас что-нибудь сыграет, может быть, даже хорошо в этот раз. Лайк за Павла. И все то, что сейчас наиграет Павел, я оставлю отдельным файлом по ссылке внизу на Яндекс.Диск. Так что заходите, слушайте в наушниках. Вот такие дела. Павел, выпускайте Павла. Пора кормить. Ну что, друзья, я не знаю, можно ли остаться равнодушным после всего, что вы сейчас увидели. Потрясающая клавиатура, потрясающий звук, просто восхитительный корпус, роскошный во всех смыслах инструмент. Безлимитная полифония, огромное количество дополнительных тембров. Может быть, они вам не нужны, но они есть, и с ними нужно работать. Bluetooth технология. Используйте как колонку, используйте с приложениями в связке. Делайте, что хотите. Невероятно крутой инструмент. 10 лет гарантии, опять-таки повторюсь. Друзья, на мой взгляд, если вы ищете замечательный цифровой инструмент, если вам нужна классная клавиатура, классный звук и компактность, вот, пожалуйста, он стоит, он ждет вас. На самом деле, надо сказать, что модель довольно-таки редкая. Я нашел ее, я думаю, что и вы ее тоже сможете найти. Примеры аудиозвучания этого инструмента я оставлю внизу по ссылке в описании. Заходите, слушайте. Друзья, надеюсь, что это видео было полезным для вас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментарии. Спасибо вам огромное. А с вами был Артем Сивак. До новых встреч, друзья.
Отдельное спасибо Павлу, который уже не раз присутствовал в наших роликах. И сейчас, кстати, будет еще один, так сказать, ништячок от Павла. Назвали мы ее просто «Больная к Элизе» в исполнении Павла. Внимание!